Сегодня хочу поделиться с вами тремя потрясающими рецептами блинов. Начну с первого рецепта. Нежные блины с творожно-кокосовой начинкой. Об этом способе приготовления знают немногие, но поверьте, блинчики на молоке получаются просто идеально. Итак, беру миску и вбиваю туда яйца. Кстати, яйца лучше заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Добавляю сахар и обязательно щепотку соли. Многие спрашивают, зачем соль в сладкие блины. Она балансирует вкус и делает его более насыщенным. По желанию можно добавить ванильный сахар, он даст легкий аромат выпечки. Теперь о муке. В муку добавляю крахмал, и это не просто так. Он делает блины более эластичными, не дает им рваться при переворачивании и делает текстуру намного приятнее. Если крахмала дома нет, не расстраивайтесь. Замените его таким же количеством муки. Результат будет чуть другим, но тоже очень хорошим. Просеиваю муку с крахмалом прямо в миску с яйцами. Мука насыщается кислородом, становится более воздушной и блины получаются нежные. Добавляю растительное масло, оно сделает тесто нежным и пластичным. Перемешиваю венчиком до однородного состояния. Если комочки все же появились, не паникуйте, можно пробить тесто погружным блендером или процедить через мелкое сито. А теперь важный момент. Оставляю тесто на 10-15 минут отдохнуть. За это время мука лучше впитает влагу, клейковина разовьется и блины получатся ровными и красивыми. Не пропускайте этот этап. Пока тесто отдыхает, займусь начинкой. Беру творог жирностью 9%. Пробиваю его погружным блендером для гладкости и однородности. Если блендера нет, можно хорошо размять вилкой, но блендер дает более нежную текстуру. Добавляю сгущенное молоко. Оно даст и сладость, и сливочный вкус одновременно. И кокосовую стружку для аромата и легкой экзотической нотки. Все хорошо перемешиваю. Теперь возвращаюсь к блинам. Разогреваю сковородку на среднем огне. Добавляю немного масла. Это нужно только для первого блина. Дальше масла уже не понадобится, потому что в тесте есть растительное масло. Наливаю тесто половником. Быстро распределяю по сковороде круговыми движениями тонким слоем. Обжариваю до золотистого цвета с двух сторон. Первая сторона готовится примерно минуты полторы, вторая секунд 30. Готовые блины складываю стопочкой на тарелку. Теперь самое приятное – сборка. Каждый блин намазываю начинкой. Не жалейте ее и аккуратно сворачиваю в трубочку. Чтобы блюдо выглядело нарядно и празднично, поливаю сверху сгущенкой, присыпаю кокосовой стружкой и украшаю свежей клубникой. Можно добавить еще немного тертого шоколада, получится еще вкуснее и красивее. Такие блины отлично подойдут к завтраку, к чаю или даже на праздничный стол. Кстати, заглядывайте в заставки к видео, там найдете еще больше идей для вкусных блюд, которые могут вас заинтересовать. Подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик уведомлений, и тогда вы одним из первых узнаете о всех новинках. А теперь второй рецепт. Классическое лакомство сегодня откроется для вас в новом свете. Такие блинчики придутся по вкусу и взрослым, и детям. Удобно брать на один укус. Начну с подготовки изюма. Промываю его под проточной водой, чтобы удалить пыль. Откидываю на дуршлаг и выкладываю на бумажное полотенце. Лишняя влага нам не нужна. Теперь маленькая хитрость. На слегка разогретую сковороду кладу кусочек сливочного масла и высыпаю изюм. Готовлю непрерывно, помешивая на медленном огне. Прогревание изюма со сливочным маслом делает его мягче и вкуснее. Масло добавляет приятный насыщенный вкус. При этом лишняя влага уходит и начинка сохраняет однородность. Отставляю изюм в сторону остывать. Теперь в миску добавляю яйца. Они должны быть свежими, это важно для структуры теста. Добавляю сахар, щепотку соли, ванильный сахар и немного перемешиваю венчиком. Вливаю теплое молоко, именно теплое, не горячее и не холодное. Еще немного смешиваю до однородности. Отдельно высыпаю крахмал в муку, немного перемешиваю и, просеивая частями, добавляю в миску. Перемешиваю венчиком аккуратно, без фанатизма. Можете чередовать молоко с мукой при замешивании. Это тоже хороший способ избежать комочков. Добавляю растительное масло. Тесто получается однородным. Ему нужно отдохнуть минут 10-15. Список продуктов для этого рецепта найдете в описании под видео. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. С этого количества теста получается примерно 25 блинов. Блинчики получаются тонкими и легко снимаются.
Для начинки беру творог 5 или 9% жирности. Лучше, если он будет плотный. Отделяю желтки от белков. Желтки пока добавляю к творогу, а белки в отдельную глубокую миску. Добавляю сахар, ванильный сахар. При помощи блендера придаю однородности творожной массе. Высыпаю остывший изюм к творогу и перемешиваю. Начинка почти готова. Взбиваю белки с солью в густую пену. Время взбивания зависит от мощности миксера. Белки не должны растекаться по миске, пики должны быть устойчивые. Аккуратно вмешиваю взбитые белки в творожную массу. Это сделает начинку воздушной и нежной. Каждый готовый блинчик разрезаю на 4 части, выкладываю начинку и сворачиваю в маленькие рулетики. На противень с пергаментом плотно укладываю блинчики швом вниз. Сверху смазываю растопленным сливочным маслом. Отправляю в духовку на 20-25 минут при температуре 140-150 градусов. Сверху можно накрыть фольгой или пергаментом, чтобы не пересохли. Подавать можно с фруктами, медом, джемом. Будет очень вкусно. Хоть на завтрак, хоть в дорогу взять. И вот третий рецепт. Когда гости увидят это блюдо на столе, то не смогут удержаться от еще одного кусочка этих великолепных блинов. Это настоящий праздник вкуса. Замороженную или свежую вишню без косточек засыпаю в кастрюлю, добавляю сахар. Будьте внимательны, если вишня без косточек, куплена в магазине, косточки все же могут иногда попадаться. Лучше еще раз проверить ягоды. Добавляю кукурузный крахмал, он даст нужную густоту начинки. Ставлю на огонь, непрерывно помешиваю и после того, как вишня закипит, варю буквально минуту и отставляю до полного остывания. Начинка должна быть густой, но не резиновой. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Для первой начинки беру творог 5 или 9% жирности. К нему добавляю сметану, она даст кремовость. Ванильный сахар для аромата и обычный сахар для сладости. Можете просто перемешать, но когда вы забьете массу блендером, это даст однородную кремовую консистенцию. В тесте для блинов тоже есть свои нюансы. Беру 3 яйца, сахар, соль, ванильный сахар. Добавляю половину от общего количества молока комнатной температуры, немного перемешиваю. Дальше добавлю муку и хорошо перемешиваю. Комочки постепенно растворяются. Добавляю растительное масло и оставшееся молоко. Так мука и жирность молока может быть разной. Лучше ориентироваться на консистенцию. Для этого рецепта немаловажно сделать блины тонкими. Если у вас есть вопросы о блинах или начинках, пишите их под этим видео. Хорошо, если есть время и готовая блинная масса постоит минут 10 перед жаркой блинов. Для первого блина наливаю немного растительного масла на сковороду. Блины жарятся легко и также легко переворачиваются. Тонкие. То, что нужно для этого рецепта. Выкладываю готовые блинчики на тарелку и промазываю каждый растопленным сливочным маслом.
Третья начинка – это мак. Купила в магазине готовую маковую начинку. Это очень удобно и экономит время. На край блина кладу вишневую начинку тонкой полосочкой. На противоположный край творожную начинку. Сворачиваю трубочкой с одной и с другой стороны навстречу друг другу к середине. На второй блин кладу маковую начинку и подворачиваю с одной стороны. Теперь блинчик с вишней и творогом кладу швом вниз и сворачиваю в трубочку. Получается такая красота. Такие блины можете приготовить не только на Масленицу, но и на обед в кругу семьи, встречи с друзьями, чтобы порадовать всех вкусным и необычным угощением. Делитесь этими рецептами с друзьями. Пусть больше людей готовят вкусно и с удовольствием. Заглядывайте почаще на мой канал. Здесь много интересных рецептов, которые вам пригодятся. Ставьте лайк после просмотра видео, и тогда больше людей увидят этот рецепт. Это очень помогает каналу развиваться и радовать вас новыми идеями. Приятного аппетита!